Дорогие друзья, давайте сделаем сегодня с вами общий расклад на тему его мысли, чувства и действия. Загадывайте каждый своего человека. Первая, вторая, третья позиция. И начинаем смотреть. Итак, первая позиция. Что думает о вас загаданный человек? Так, здесь есть желание идти вперед. Вы знаете, здесь у человека четкое ощущение того, что вы лучше тех, кого он встречал до вас, и пришел к ощущению того, да, пришел к осознанию того, что никого больше, кроме вас, он искать не хочет. Все, вот он нашел то, что ему нужно. И с вами действительно можно двигаться вперед. Но может сейчас осторожничать, каким-то образом действовать не так быстро, как хотелось бы, хотя действовать будет в нужном направлении, и он поистине считает, что ваши с ним отношения, они обречены на успех, да, то есть здесь все будет хорошо, здесь все будет успешно. Что же он к вам чувствует? Чувствует, что вы его судьба. Здесь, да, здесь прекрасная. Ваши чувства взаимны, хочу вам сказать. Прекрасные карты. И знаете, здесь человек готов вот именно, если вдруг его что-то в вас не будет устраивать, он готов к компромиссам, он готов находить вот эти точки соприкосновения, которые будут каким-то образом улучшать ваше взаимодействие, которые будут каким-то образом дарить вам вот те эмоции, которых не хватает. А что будет делать загаданный человек по отношению к вам? Трансформация, движение вперед. Вы знаете, здесь очень хорошие карты, да, прекрасные карты. Посмотрите, карта влюбленных в этой колоде, она очень такая позитивная. Она говорит о том, что человек уже определился. Он сделал выбор, и этот выбор в вашу пользу. Здесь обязательно будут перемены. Здесь ваши отношения будут выходить на новый уровень, да, то есть если дружили, перешли в стадию романтики. Встречались, начинаем жить вместе, либо здесь вплоть до предложения руки и сердца. Карта колесница может обозначать вот прям оракульно отыгрываться как переезд, как совместная поездка куда-то, но здесь однозначно прорыв, однозначно движение вперед. Если вы какой-то период времени стояли долго на месте, да, топтались, ну, так скажем, не сдвигались с места, то сейчас вот как раз наступают вот эти перемены, наступает этот прорыв, потому что до него наконец-таки дошло, что да, вот вы та, с кем он хочет быть вместе, вы та, с кем он хочет идти вместе за руку, и здесь он будет это делать. Какой вам совет в загаданной ситуации? Знаете, идите вперед, здесь действительно вы нашли того человека, который вам нужен. Если вам комфортно, если вам хорошо в этих отношениях, идите вперед. Тщательно обдумывайте, взвешивайте каждый свой шаг, чтобы они не были такими опрометчивыми, чтобы они не были не какими-то негармоничными. Здесь действительно есть к чему стремиться. И здесь важно оценить, что с вами рядом человек, с которым вы придете к стабильности, с которым вам действительно хорошо и с которым можно развиваться, можно идти в одном направлении и улучшать ваши отношения, добиваться того, к чему вы стремились. Потому что, судя по всему, у вас здесь общие взгляды, у вас здесь вот именно общие цели, и вы будете дополнять друг друга настолько, насколько это возможно. Поэтому прекрасная позиция, первый вариант. Идем ко второму. Благодарю вас, пишите в комментариях, как у кого отыгралось. Итак, вторая позиция. Что думает о вас загаданный человек? Так, а хочет что-то выяснять, хочет что-то прояснять?
Мгм. Вы знаете, возможно, вы находитесь в треугольнике, либо человек так думает, и здесь есть какая-то неопределенность. И вот эту неопределенность, вот эти вот подковерные игры, он хотел бы сейчас прояснить, потому что туз мечей – это вот именно жесткие какие-то рамки, да, это решение, принятие решений, это четкие статусы, когда люди понимают, кем они друг другу приходятся, что они друг от друга хотят и куда они вообще собираются вместе идти. А что чувствует к вам загаданный человек? Тройка Пентаклей, опять же, прекрасная карта. Вы знаете, здесь абсолютная, здесь влюбленность. И эта влюбленность, она с каждым днем как будто бы увеличивается, да, здесь с каждым днем приходит осознание того, что вы именно тот человек, который ему нужен. И здесь с каждым днем он как будто бы вот все больше убеждается в том, что он не хочет вас терять. Он хочет идти с вами дальше. А что будет делать? Давайте посмотрим. Вы знаете, здесь готов бороться за ваши отношения. Вот здесь у кого треугольник, здесь действительно человек будет бороться. Смотрите, карта Иерофант – это карта брака. Поэтому здесь, если вы в отношениях, да, если он подозревает, что у вас есть кто-то другой, он готов бороться за вас. Он готов бороться за ваши отношения, готов вас отвоевывать, отстаивать. Причем здесь он будет терпелив. Он где-то будет жестким, где-то будет мягким, где-то будет хитрым, но он однозначно действует с позиции взвешенного решения, да, Верховный жрец, это Иерофант, да, первосвященник, это человек, который мудрый, который разумный, который зла не желает, который желает добра, и все его действия и поступки будут направлены на однозначное укрепление вашего взаимодействия. И опять же, Верховный жрец – это брак, это сигнификатор официального брака. Какой вам совет в этой ситуации? Чувства. Не скупитесь на чувства. Так, смотрите. Чувства вы проявляете, но здесь может быть такая ситуация, когда эмоции, да, вас будут охватывать с головой. Сюда относятся какие-то психи, да, вот когда вы там буквально там кипите в гневе и хочется немножечко покричать, потопать ногами, что-то повыяснять. Вот здесь так не нужно. Здесь чувства нужны такие конструктивные, а не деструктивные. И здесь человек однозначно ждет от вас чего-то хорошего, какого-то вот приятного приглашения, да, либо какой-то приятной новости. Но здесь торопиться не нужно, здесь действия ваши должны быть размерены. Пусть все движения, все решения принимает он, вы выражаете свои чувства. Вы, да, пустая карта, действуйте по ситуации, действуйте так, что-то нужно разрушить. Вам действительно придется от чего-то отказаться. Вам придется от чего-то отказаться, но отнеситесь к этому с легкостью. Да? Здесь действительно нужно будет вам сделать выбор. Благодарю вас, вторая позиция. Пишите, пожалуйста, в комментариях, у кого как отыгралось, у кого как отозвалось. Мы переходим к третьей позиции. Что же думает о вас сегодня загаданный человек? Его мысли о вас. Что он думает о вас? Ой, вы его семья. Смотрите, скорее всего, на мужа. Либо хочет человек создать с вами семью. Вы знаете, здесь он думает о семье, о создании семьи с вами, но пребывает в состоянии ожидания. Он как будто бы наблюдает за вами, оценивает ситуацию, как будто бы ждет каких-то событий. Вот что-то должно случиться, и он скажет: да, вот действительно все, вот я сейчас приму решение. Но на сегодняшний день, вот в настоящий момент, он помнит какие-то ошибки из прошлого, которые заставляют его, ну так скажем, немножечко притормаживать. И он хочет этих перемен, но он, знаете, вот изо всех сил цепляется за свое настоящее из-за того, что помнит какое-то несчастливое прошлое. Что в чувствах у человека к вам? Вы знаете, здесь чувства очень такие спокойные. Здесь они в
таком, так скажем, уравновешенном состоянии, когда нет каких-то всплесков, когда нет каких-то вот излишних эмоций. Здесь человек очень разумно и взвешенно подходит к тому, что между вами происходит. Причем здесь, смотрите, опять же, чувства растут с каждым днем. И сейчас они вот на такой стадии, когда, можно сказать, он позволил себе полюбить. Вот, так скажем, мозг дал команду сердцу: все, люби, разрешаю. И теперь постепенно, вот с каждым днем, его чувства, его эмоции по отношению к вам будут увеличиваться, будут расти. Потому что здесь были какие-то блоки из прошлого. Здесь человек сам себя сдерживал, здесь человек сам не позволял себе двигаться вперед, ожидая каких-то, вы знаете, вот последних звоночков, чтобы ему вся вселенная сказала: да, это твоя та единственная. Что он будет делать здесь? Так, будет действовать по справедливости. Вы знаете, может... Здесь какая-то ситуация неопределенная. Здесь, скорее всего, есть моменты, которые еще требуют прояснения. И он вот именно будет стараться их прояснить. Карта правосудия, но здесь он будет стараться делать все по-честному. Да? Если вы что-то скрываете, будет стараться вывести вас на чистую воду. И это ему нужно для того, чтобы потом не пожалеть. То есть, понимаете, здесь человек настолько осторожный, который 100 раз перестрахуется, который 100 раз подумает о том, что как бы вот эти шаги не принесли ему дальнейшие какие-то проблемы. И здесь действительно вот он будет действовать так, что шаг вперед, два назад. Шаг вперед, два назад. Вот сейчас повыбираю, вот выберу, решу, сделаю шаг. Посмотрел, постоял. Ага, все хорошо, можно двигаться дальше. Шагнул дальше. Здесь человек очень осторожный. Как вам себя здесь нужно вести? Но он настроен на серьезные отношения. Вот сейчас вот эти финальные аккорды для того, чтобы развеять свои сомнения. Вы знаете, вы наслаждаетесь тем, что есть. Поймите, что все в ваших руках, да, здесь вам нужно показать то, что ему нечего бояться. Туз мечей — это, опять же, вот прояснение ситуации. Он ждет прояснения каких-то тайн, каких-то неясностей. Вот он хочет удостовериться в том, что да, все правильно. Никаких там камней за пазухой у вас нету. И вы готовы принимать его условия, готовы быть честны перед ним, готовы быть перед ним открыты. Не торопитесь, поймите, то, что очень многое сейчас будет зависеть от того, как вы себя ведете, потому что человек действительно наблюдает для того, чтобы ему, ну, как бы удостовериться в том, что идет он в нужном направлении и не совершать ошибок. Поэтому наслаждайтесь каждым моментом. Не гоните лошадей ни в коем случае. Не нужно здесь никаких форсирований событий, да, не нужно здесь его поторапливать. Просто живите моментом. Подарил цветы? Прекрасно. Приехал на свидание? Чудесно. Не подарил цветы? Отлично. Я пошла на массаж, да, не приехал, то есть я пошла на массаж, не купил цветы, куплю себе кактус. Здесь вот нужно искать плюсы во всем, что вас окружает. Но после того, как какие-то моменты, которые ему не ясны, прояснятся, да, следуйте своей интуиции. Здесь, кстати, может еще проверять вас человек нарочно. Здесь нарочно может подстраивать какие-то ситуации. Но вам нужно просто показать ему, что вы его любите, что он вам действительно нужен, что вы открыты перед ним. Будьте мудры. Не давайте ему больше информации, чем ему следует знать. Не давайте, пожалуйста, ему больше информации, чем ему следует слышать. Тогда здесь все будет хорошо. Я благодарю вас. Третья позиция. Пишите, пожалуйста, в комментариях, у кого как отыгралось. И до встречи в новых видео.